Здесь перейти нельзя. Вон тропинка есть. Привет, друзья! Сегодня я начинаю видео из Республики Карелия. Это северная территория России, республика, которая находится севернее, чем Ленинградская область, где столица Санкт-Петербург, и южнее, чем Мурманская область. И Республика Карелия, у нее рядом граница с Финляндией. Это северный край России. И сегодня мы вместе с семьей залезли на очень красивую гору рядом с поселком Сартовало, откуда видно всю карельскую природу. Посмотрите. Сейчас здесь не очень холодно. Минус 2 градуса. Обычно здесь бывает холоднее. Минус 10, минус 15 градусов по Цельсию. Природа здесь суровая, северная. Здесь растут сосны и елки. В Карелии очень короткий световой день зимой. По крайней мере, я так думаю. Мы сегодня утром встали в 8, и было еще темно. Выехали из дома в 9, и было еще темно. Вот сейчас 10 часов 30 минут, и где-то 40 минут назад только стало светло. Сейчас я вам покажу это место. Карелия – это равнина, то есть ровная территория. Здесь почти нет гор, а то, что сейчас видно на видео, это не горы, а небольшие холмы. Они из камня, потому что миллиарды лет назад здесь были вулканы, горы, но во время ледникового периода они все стали ровными. Карелия – это место, где очень много рек и озер. Это называется озерный край России. Здесь есть народ, который живет с древних веков. Они давно-давно здесь поселились. Они называются карелы. И вот сейчас я нахожусь в том месте. Вот здесь остались какие-то камни. Это называется гора Паасо. Древнее поселение карелов. На этой горе стоял небольшой поселок карелов. И они каждый день видели из окна вот такой вид. Ну вот без этих домов внизу. И вот с этой стороны у них садилось солнце каждый вечер. Что еще интересного в Карелии? Карелы говорят на своем языке. Это не русский язык, это карельский язык. Он по своим корням это финно-угорский язык, то есть родственник финскому языку. Но, конечно, сейчас в Карелии большинство народа говорят по-русски, и многие карельские жители уже даже не помнят карельского языка, что очень печально. Карелы жили в небольших домах, и их основное дело, которым они занимались, было оленеводство, то есть они разводили оленей. И до сих пор в Карелии можно увидеть много ферм, где живут олени. Можно погладить оленя, обнять оленя, покормить оленя. И то, что вы можете прочесть в Википедии, Карелия, у Республики Карелия столица Петрозаводск. Вот такое русское название. Петрозаводск. От слова Петр и завод. Потому что там, вот здесь, на территории Карелии, добывали
камень, мрамор для строительства. Поэтому Карелия была таким местом, где были шахты и добыча камня. Но исторически в Карелии осталось много карельских названий. Например, сейчас мы находимся, как я говорила, на горе Паасо. Это карельское название. А мы остановились в городе, который называется Сартовала. Это тоже карельское название. И на территории Карелии все названия, в общем-то, остались старые карельские. А сейчас, через 15 минут, мне сказали, по железной дороге пойдет старинный поезд из поселка Сартовала, где мы остановились, из города Сартовала, в поселок Рускеала, куда мы поедем дальше. Пойдемте посмотрим на этот поезд. Смотрите, сюда люди пришли посмотреть на поезд. И вон мы его видим. Вон он поехал. Это такой новогодний поезд, который ездит из поселка Сартовала, из города Сартовала в Рускеалу. А в Рускеалу мы с вами поедем сейчас и посмотрим, что это такое. По дороге в Рускеалу мы заехали в Карельский зоопарк. Сейчас посмотрим, какие животные живут на севере или могут жить на севере. Найдем разных северных животных. Пойдемте. Это Карельский зоопарк. Вот смотрите, здесь водятся динозавры. Да? И на них можно кататься. Пойдемте посмотрим, кто там есть внутри. Наверное, есть сова. Вот они такие маленькие, красивые козочки. Но написано, что это опасное животное. Просовывать руки запрещено. А то вот они могут обидеть. Откусить руку. Пошли. Куда ты сбегал? Что там есть? Это лани? Да. А я думала, что это олени. Они едят сено. Сено — это вот сухая трава. Как они чавкают. Прям хочется погладить. Это действительно лани. И лань тоже может быть с такими большими рогами. Как же он на меня смотрит. Как-то опасно. Ты на меня так смотришь? Тот, который серый, это обычный волк. А те, которые более белые, с той стороны клетки, это полярные волки. Мне кажется, они пытаются поделить кусочек мяса. Еще бы с удовольствием подрались. А вот это зубр. Родственник быка. Которые живут на территории в средней полосе России, в Беларуси. И в какой-то момент они почти вымерли. Но их популяцию начали восстанавливать. Вот такие они большие зубры.
большие дикие быки. Кс-кс-кс-кс. Мяу. Рысь. Она будет дальше спать. А филин и сова — это вообще разные птицы, да? Нет, ему начихать на нас. Ой, он повернулся и посмотрел. Из Гарри Поттера. Я свернулся же. Интересно, написано, где встречается. Имеют круглополярное распространение, весьма характерное для Арктики и субарктики, Евразии и Северной Америки. Вот такая она. Ой, вот же еще они внизу сидят. Вот они какие хорошенькие. Тут живет степной орел. А это благородный олень. Это не совсем те олени, которые обычно живут в Карелии. Это все-таки более южные олени. Но у оленя есть такие большие рога. У самцов оленя есть вот такие рога. А самки, они вот такие, без рогов. Но у оленя теплая шкура и ценное мясо. Северные народы часто разводят оленей целыми стадами. То есть всегда оленей много. Привет! Мы доехали до горного парка Рускеала. Что это такое? Это большой карьер, мраморный карьер, то есть место, где добывали мрамор для Санкт-Петербурга. То есть для того, чтобы строить Санкт-Петербург, в этом месте, в Карелии, добывали камень. Готовили его и отправляли по железной дороге, на поезде в Санкт-Петербург. Именно камень из Рускеалы, мрамор из Рускеалы, использовали при строительстве Зимнего дворца. То есть там, где сейчас музей Эрмитаж, и при строительстве многих зданий в Санкт-Петербурге. Сейчас я покажу, что осталось от каньона. Сейчас он не используется. Уже 20 с лишним лет ничего здесь не добывают. За эти 20 лет здесь сделали большой парк, музей, где можно сходить вниз в шахты, где раньше добывали. И сам карьер, где добывали, заполнен водой. Сейчас здесь очень красиво, сделаны красивые дорожки. И сюда едут туристы. Давайте посмотрим. Мы с вами входим в подземную часть Рускеалы, в сами шахты. Ого. В этих шахтах добывали мрамор. Вот они, шахты.
Они сейчас затоплены. Нет, это просто там сзади идет. Вот эта часть называется подземное озеро. Там на самом деле очень чистая вода. А вон там вот идут экскурсии подземные. Вот там перила и подсветка. А, уже выключили, да? А вот, видишь, смотри, внутрь смотри, видишь? Там пещера. Ну вот в следующий раз. Слышите, там музыка играет. Вот там стоит поезд, Русский-Альский экспресс, который мы сегодня видели. А это старый мраморный завод. Видите, какие трубы, печи. Здесь изготавливали, делали мрамор. После того, как его добывали, делали специальные, как мраморные куски обжигали, как я это понимаю. И потом везли по железной дороге в Санкт-Петербург. Вот в ту сторону. Да, здесь можно прокатиться на такой тарзанке, на таких штуках, над парком. Я хочу на тарзан. Ну, вы с папой можете пойти. Вон народ едет. С парашютом? Почему парашют? А потому что они слишком быстро едут. Если очень большой вес, то он затормаживает их. Да. Наши едут. Иху-ху, это Игорек первый едет. А это папа с парашютом. Что еще есть в Русский-Але? А теперь как выглядит Русский-Але уже когда темно. Вот такая красивая подсветка, такие огоньки. И они меняют цвет. Природа Карелии прекрасна в любое время года. Зимой сюда приезжают кататься на лыжах, на снегоходах, париться в бане и любоваться природой. Летом сюда приезжают за тихим отдыхом, за рыбалкой, за грибами и за ягодами, чтобы отдохнуть от шумного города. Расскажите, хотели бы вы приехать в Карелию? Сейчас, конечно, границы закрыты, но вы можете запланировать поездку в Карелию, например, через год. Напишите в комментариях, если вам понравилось это видео, если вам нравится видео с путешествий по России, и учите русский в школе MyRusский, и путешествуйте по России свободно.